Привет. Привет. Заходи. Снега сколько намело. Да. Обещали хорошую погоду и обманули. Ага. Привет, еще раз познакомимся, Евгений. Привет. Оля. Оля, очень приятно. Ты хорошо выглядишь, несмотря на зимнюю стужу, которая сейчас за окном у нас происходит. Видишь, что-то намело действительно очень много. Спасибо. Ну ты, я смотрю, в тонусе, да, в жизни? Все хорошо у тебя? Да. Чем занимаешься, если не секрет? Занимаюсь, вообще саморазвитие, вот что-то такое. Саморазвитие, что-то такое. Скажи, то есть я разными вещами занимаюсь. В последнее время это то, что меня увлекло больше всего, это танцы. Танцы какого-то определенного направления или просто танцы на круг? Ой, у тебя тут тепло. Тепло, да, раздевайся, конечно. Слушай, ты знаешь, просто современные направления. Да. Вот, и хип-хоп пробовала, О, и хай-хилс, да, и тверк. То есть такие разные. То есть, Немного знакомых слов я услышал, но в целом я тебя понял. Хотелось бы, может быть, если получится в танцовщице стать, то универсальным танцором, то есть такие современные. Ничего себе, это хорошая цель. Но я хотел спросить еще, типа, финансовое обеспечение, откуда, может, работа какая-то у тебя? Ты работаешь где-нибудь? Работа. Слушай, я не любитель работы, я тебе честно скажу. То есть работа это такая штука. Какая? Это для вас, для мальчиков, для мужиков. Я думаю, для кого она? Для нас, для мужиков. Нет, серьезно, знаешь, работа это... Что? Не знаю, я работала в разных сферах, но сейчас как-то просто не тянет. То есть я пока не нашла свое, знаешь, такое, чтобы мне хотелось этим прям заниматься именно такой, на серьезной. Чтобы прям каждый день там и так далее. Скажем так... Может быть, не исключаю, но так. Пока нет. То есть это что-то очень увлечь должно меня такое. А средства-то откуда на жизнь берешь? Слушай, откуда? На самом деле это, просто со временем понимаешь, что все, все не так сложно и все не так просто. То есть, мир даст, понимаешь, возможности. Вселенная помогает. Да? Вселенная, космос. Вообще отлично. То есть как-то само так все складывается, понимаешь, меня мир не оставляет. То есть все нормально. Есть всегда люди, которые помогут. Мужчины, сильный пол же существует. Точно. На свете, так что... Я только хотел сказать, может, меня научишь, но ты меня опередила, и я понял, что в этой части я боюсь не... Не, вы это умеете как раз. То есть мужчины-то, вы же умеете работать, трудиться, вы любите там свое дело, я профессионал. То есть это ваша фишечка. Просто девочкам это сложнее. Мы больше так по творчеству, Поэтому в этом плане я вами восхищаюсь, серьезно. Это все самоорганизация, и просто думаю, очень круто. Но это не просто, я тебе могу сказать. Как человек, который занимается, пусть не огромным каким-то супер бизнесом, он у меня достаточно такой скромный по меркам именно бизнеса во всем. Я тебе могу сказать, что это не так-то просто. То есть это требует принятия определенной ответственности и определенных рисков. Поэтому... стрессы там всякие, представляю. Да. Наверное, это понятно. Конечно. Но вы же под это заточены, то есть у вас психика другая, вы же мужчины, вы же рвать там тельняшку, то есть, как это сказать, в бой вступать, то есть вам это нужно, адреналинчик, там всякое такое по жизни. А девочкам это просто даже вредно. Честное слово. Да? Конечно, это, не знаю, я считаю, что это постоянная такая работа какая-то, это просто стресс, выматывание, и на внешности это скажется, серьезно. А у тебя, я прошу прощения, всегда были мужчины, которые рвут, как ты сказала, на себе эту самую тельняшку, в бой и все остальное, ведь мужики-то разные бывают. Ты знаешь, мне как-то, у меня вообще даже с юности просто, я помню, какие-то интересные такие мужчины, даже как-то мы с мамой за границу ездили, в аэропорту подошел очень солидный мужчина, иностранец, естественно, и он ее уговаривал, чтобы она как-то меня, замуж за него, и что он обеспечит на всю жизнь. То есть, у меня всегда такое было, что на меня мужчины реагировали. Солидные? Да, именно солидные, я даже, ухаживали за мной депутаты. Ничего себе. Да, то есть, я так привыкла, что серьезно. Что за депутаты? Знаешь? Знаю такого депутата, да. Ничего себе. То есть даже с несколькими я общалась, то есть не знаю, я привыкла, наверное, к такому, да, и те самые нормальные рестораны человеческие. И, конечно, мы не в Турцию, не в Сочи ездили отдыхать, как ты понимаешь. Так. То есть нормальные места какие-то, так что, у меня как-то так складывается, поэтому такой уровень. Я так понимаю, ты
как раз соответствуешь. Я соответствую. Слушай, ну я не знаю, я как раз вот сижу и думаю, соответствую. Это понятно, но ты понимаешь, какая история? Бизнес-то бизнесу рознь. Я, скажем так, деньги не печатаю, не ворую, да, и бизнес развивается в рамках все-таки экономической ситуации в стране. То есть я, ну, на меня тоже влияют какие-то... Пошло нытье вот это, ой, перестань, какое нытье. Типа, наша страна, наша ситуация, не, ну это как-то... Просто... Мне кажется, мужчины должны быть. Я понял, я не депутат, и я не, скажем так, у меня нет доступа к определенной кормушке. Назовем это таким образом. Ну, мне кажется, тут от труда, от сообразительности скорее зависит. У депутатов точно, а у бизнесменов от других историй совсем. Мне кажется, не знаю, как ты организуешь там бизнес. Нет, ну я же тебе не договорил. У меня бизнес работает, просто он работает не в таких масштабах, чтобы можно было взять, снять шапку, ударить ее об пол и сказать: не поедем мы ни в Турцию, ни в Сочи, а поедем мы... Что у нас там сейчас открыто? Дубай, Сейшелы. Ну сейчас не все открыто. Да. Какие-то Доминикана, да, вот какие-то такие истории. Я вот пока себе не могу так вот взять и сквозануть. Но я к этому стремлюсь, ты знаешь, я к этому стремлюсь. Ну, прямо обеими руками и ногами. И как скоро ты этого достигнешь? Ну просто я привыкла как бы, к какому-то определенному такому уровню. То есть, Это прекрасно, но... Там будет видно у нас по, скажем так, по сечению, по развитию наших отношений будет понятно. Просто меня немножко сейчас в тупик поставило. Прям я вижу, что ты женщина, которая все понимает, все знает, что от жизни хочет. Я просто уже, просто понимаешь, уже какой-то собаку опыт. Съела, да, наверное? Да, не то, что собаку, уже на слона, наверное, съела. Это все уже в прошлом, вот какие-то такие штуки, типа там там любовь, еще что-то такое, а потом когда-нибудь я там чего-то достигну. Ну, то есть это... Я думаю, уже не прокатит, уже просто... А ты чем сегодня бы вот вообще хотела бы? Есть какие-то мысли, чем заняться? Просто мы, чего, как у нас будет какой-то план мероприятий? У меня есть идея, Есть идеи, да? Но если ты не против, то я бы хотела, чтобы мы в ДЛТ сейчас распродажа как раз. Так, вот. Есть я такое, слышал. Я кое-что там хотела, там прям очень сейчас крутые скидки реально. Вот, я хотела там кое-что себе присмотрела, мы можем. Ну, можем, конечно. По магазинам, сразу посмотрим, какая у тебя стрессоустойчивость по хождению в магазин, это с женщинами важно. Согласен. А как тебе такое? Потом... потом, я думаю... Мы же не весь день там будем ходить. Конечно, надо будет перекусить. Я думаю, что-нибудь где-нибудь в приятном месте. Может быть, с музыкой живой. А потом? Что-нибудь такое классненькое, романтичное. А потом? Потом посмотрим, как это самое, как пройдет. Потому что, А что пройдет? А какой там будет результат? Как мы сходим по магазинам, как я изменюсь, насколько я стану прекраснее, красивее. А я-то в этом как вообще поучаствовала? Что-то не очень понимаю. Слушай, кстати, я сразу внимание обратила, цветы. Цветов нету. Или какой-то, знаешь, бывает подарочек элементарный, там, конфеты или еще что-то. Как так? Это я и пришел на свидание без цветов, ты говоришь, и без конфет. Да. А у тебя будет возможность себя, в моих глазах. Исправить, ситуацию? Да. Оправдать, как это, то есть, короче, себя, это самое. Обелить. Реабилитировать. Слово хорошее, да. И потом, ты понимаешь, я тебе честно говорю, то есть даже одно свидание, даже то, что я решила с тобой встретиться, как ты понимаешь, я далеко не со всеми. Даже на первое свидание иду, и, для меня это я трачу время, то есть мое присутствие, моя энергия, понимаешь, энергетика. Так вот, что ты даешь, какую обратную связь. Я, между прочим, могу, вдохновение, и то, как, знаешь, люди достигают каких-то вещей, вершин, когда я рядом, да, и просто я уже знаю это про себя. И поэтому мне нужно убедиться, понимаешь, что ты за человек, что ты себя представляешь, на что ты готов, что это не просто слова какие-то, понимаешь, просто... А я еще ничего не сказал, если честно. Я даже пытаюсь сравнить букетик цветов с конфетами.
и поход в ДЛТ. Даже со скидками я понимаю, что это немного, ну, как-то типа разные ценовые категории подарков и подгончиков. Блин, ну да, ну ты знаешь, вот как бы мне вот такая категория нужна, просто реально, как бы. Я просто читала же твое описание анкеты, Угу. то есть ты писал, что ты бизнесмен, у тебя все в порядке. Но там же не написано было, я бизнесмен, который ждет, когда у него появится возможность потратить все свои бабки на первом свидании. Ну, то есть там вот как такого все. Я точно не писал. Нет, подожди, все мы не потратим, не волнуйся. Не потратим? Ну, я думаю, да. Там не знаю, с твоими аппетитами и сознанием дела, боюсь, что мы можем и все потратить. Я тебе даже больше могу сказать. Я вот сейчас сижу, да, мы с тобой там сидим минут 10, а мне уже кажется, что я как знаешь, какие-то вот истории с Фейсбуком случаются, и потом идет статья, что Марк Цукерберг за ночь стал беднее на 18 миллиардов долларов. Вот. То есть он ничего не делал, и обеднел. А у меня такая ситуация вот сейчас очень похожа. То есть я сижу, мы с тобой еще никуда не пошли, вообще никуда. Но у меня есть такое ощущение, что я стал в 2 раза беднее. Вот честно. Ну, здрасте. Ну, вот ничего себе, такое начало приятное. Это уже не начало. В том-то и дело, что это уже не начало. Мы с тобой какое-то время общаемся, и я сейчас понимаю, что мой капитал, который был тяжело накоплен, он растаял у меня на глазах, понимаешь? И я понимаю, что я просто материально, по твоим запросам, я тебя не тяну, не потяну тебя. Слушай, я понимаю, что ты думаешь, короче, только вот об одном. Ну, о деньгах, как бы это сохранить. Я думаю о деньгах только? Ну, слушай, я понимаю, да, как бы выглядит вот вроде как я об этом думаю. Но на самом деле, реально, потому что это нормально, когда мужчина, ну, как бы тратится на женщину и вкладывается. Я не знаю, чего ты тогда хотел, чего ты ожидал. Просто вот это вот то, что просто так мы сходим, все бесплатно. Ну, нет, извини. Это просто, знаешь, даже ничего себе, то есть ты так еще, ты обеднел. Ты как бы побыл в моем обществе, но все-таки в обществе красивой девушки, правда, это, ну, как бы ценно. То есть, понимаешь, я дала тебе шанс. И не заплатил за это, да? Ну, понимаешь, это была у тебя возможность меня завоевать. Вот что это было. Ну, а я думаю, я приехала к тебе, понимаешь, проделала такой путь. Ну, ты знаешь, это прям как-то вообще ты без цветов, без всего, и еще вот так вот ты обеднел. Слушай, извини, я думаю, что лучше тогда депутаты, реально, потому что с бизнесом какие-то проблемы, я смотрю, в нашей стране. Ну, что это такое? Надо возвращаться опять к депутатам, видимо. Ну, потому что это просто жесть какая-то. Ничего себе, ты обеднел, ты без цветов, ты без всего, и ты... И я не депутат, я понял. Ты не хочешь даже просто пойти посмотреть вообще, что там есть. Какая распродажа, я понял, Ты знаешь прекрасно про эту распродажу, там круто. Да, супер. Блин, ты... Мне жаль. Все понятно. Прям ты меня расстроила, как серпом по ей, неважно. Прям. Привет и богеме, что я могу сказать? Всего хорошего. Тебе тоже. Не намочи голову, жить. Да, потому что, видишь, у нас... Да не волнуйся уже. Да. Кстати, вот цветочный магазин, если что. Больше ты меня не увидишь. Не увижу, да? Да, ну ладно. Точно. Давай, да, пока. А тут реально вон цветочный магазин. Мужичок вышел с цветами. Вот с таким кулечком небольшим, завернутым в газетку. Думаю, что вряд ли он депутат и пошел исполнять мечты какой-нибудь светской львицы, которая знает, какие мужчины ей нужны. Друзья мои, предлагали мне в свое время баллотироваться в муниципальные депутаты. Отказался я. Отказался, потому что слаб натурой. Понимал, что не выдержу я огонь, воду и медные трубы, и где-нибудь сойду на ненужную дорожку. И правильно я сделал, потому что сейчас бы я встречался вот с такими бы вот красотками. И что уж там говорить, поставил бы под удар свою карьеру. Лучше я буду заниматься своим мелким бизнесом, и все будет у меня хорошо. А вы, друзья мои, пишите на оценочку опять девочку. Я не знаю, как ее назвать, девочка. Назовите как-нибудь. И на оценочку от 1 до 10. Возможно, среди вас будут и деятели, которые скажут: Женек, нищеброд ты рыжий, даже так, нищеброд ты ржавый. Куда ты вообще лезешь? Твое дело на Московском вокзале бездомных
женщин удовлетворять. Пишите, будет очень интересно, я поеду дальше, меня ждут невероятные приключения в Простоквашино. Поеду за город. Это все. Пока-пока. Целую ручки, обнимаю. Пишите.